подключим, проверим, как подключить к нему датчик давления, как откалибровать датчик давления. Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на канале обзор вот такого вот прибора. Это инвертор или частотный преобразователь для водяного насоса. Те, кто на меня давно подписан, те знают, что у меня стоит с 2019 года насос СВД 160. Работает в принципе хорошо, стоит там электронная релюшка. Видос про это тоже я делал. Вот, но у СВД 160 не хватало давления, то есть он у меня докачивает до полторушки максимум, и все, больше он дальше качать не может. Вот, поэтому я взял другой насос, взял насос погружной, который будет у меня находиться в колодце. А чтобы им управлять, я взял вот такой вот прибор. Стоит этот прибор где-то порядка 5000 рублей, на сегодняшний момент это где-то $75. Ссылку даже на магазин не буду давать, потому что в принципе их там дополна, они все одинаковые, скорее всего произведены на одном заводе. А вообще как бы еще маленькая ремарка к этому видосу. Ребята, когда вы пишете комментарии в любом интернет-магазине, пишите, пожалуйста, нормальные комментарии. Потому что дофига комментариев класса того, что получил, все отлично, еще не проверял, 5 звезд. Вы покупаете прибор, не проверили, поставили ему 5 звезд, а если он неисправный, если он не работает, вы что потом будете делать? Во-первых, вы что потом будете с этим делать, потому что вы ему уже поставили 5 звезд. А во-вторых, блин, вы еще других людей провоцируете покупать товар, который вы даже не проверили. Пожалуйста, комментарии пишите какие-то адекватные, потому что комментарий... Вот сейчас я, давайте даже скринов несколько штук поставлю. Вот смотрите, сколько комментариев очень странных. Есть хорошие комментаторы, которые нормально все пишут, которые прямо написали и как подключили, и фоточки выложили, и все такое. А есть, которые, блин, вот так вот и сделали. Не проверял, 5 звезд, на. Получи фашист гранату. И вернемся к нашему инвертору. В сегодняшнем видео мы разберемся, как его подключить в домашних условиях, как подключить к нему датчик давления, как откалибровать датчик давления, как его проверить дома, даже если вы не на даче, даже если у вас нет насоса. Сейчас мы его подключим, мы сейчас его проверим, сейчас мы его протестируем для того, чтобы написать нормальный отзыв у продавца, потому что без проверки 5 звезд или 2 звезды ставить вообще смысла нет. Надеюсь, видео будет вам интересно. Не забывайте поставить лайк, нажать колокольчик. Вот, я постараюсь в ближайшее время сделать еще несколько каких-нибудь интересненьких видосов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Это меня мотивирует снимать новые видосы. Начинаем. Итак, что потребуется нам для тестов? Ну, конечно же, сам инвертор. Потребуется также удлинитель. Вот такой удлинитель, самый дешевский, который не жалко нам разрезать. И сделать так, что он у нас будет разрываться вот так. Вот так. Удлинитель нужен для того, чтобы подключить сюда какой-то электроприбор. Какой электроприбор хорошо поймает частотный преобразователь? Это лампочка. Берем обычную лампочку. Сейчас как раз и сделаю, что и будет видно, как она работает. То есть это обычная лампочка накаливания. То есть лампочка ничем не особенная. Как раз будем тестировать, и будет как раз все видно, как и что работает. Также будет нам нужна отвертка крестовая. И нужен будет датчик давления. Кстати, да, датчик давления я закрепил на бутылку, загерметизировал термоклеем. Для того, чтобы его родную прокладку не попортить, подложил бумажку, сделал дырку в пробочке. И вот так вот он, сейчас покажу, как он у меня работает. Вот так вот у нас. Начинаем, как всегда, с самого простого. Открывание. Снимаем нижнюю крышку. Видим здесь группу контактов. Вот здесь написано L
N. Это мы включаем сюда линию нейтраль. И V, W и U. Вот. Подключаем насос мы к VW, а LN включается линия. Поэтому мы сейчас нашу вилку подключим вот к этой паре, а нашу лампочку подключим сюда. Подключили. Теперь подключаем датчик давления. Датчик давления у нас подключается следующим образом. Вот если он двухпроводной, 24-вольтовый, это у нас земля. А в четвертую цепляем красную. Вот типа так. У них, кстати, два вида датчиков есть, обратите внимание. Датчик со стрелочками, датчик такой. Что-то я почитал, что такое типа прикольнее, поэтому взял. На самом деле фиг его знает, если совсем по-честному. Все в розетку и начнем эксперименты. Вот, обратите внимание, лампочка у нас включилась и выключилась. И поехали, давайте по шагам. Во-первых, управление. Это следующий пункт. Кнопочки вверх-вниз. То есть давление мы можем поставить от 0 до десятки. Но я бутылку сдавить, наверное, не смогу до десятки. До 1,2 тоже не смогу. Но я сейчас тоже придумал, как выкрутиться. Сейчас я с этим тоже разберусь, покажу. Следующий момент. Есть у него такая штука, называется программирование. Здесь мы можем забить номер программы, который нам нужен. То есть мы можем, вернее, нам нужно будет сейчас с самого начала установить что? Нам нужно будет с самого начала, во-первых, зайти в P25, 20, еще раз не попал, 5, 20. Нажимаю функцию, видите, у меня стоит 0,2. То есть изначально стояло 0,1, сейчас стоит 0,2. Подтвердить кнопочкой функции. Написано End. Он сохранил, что у нас датчик номер 0,2. Давайте еще раз проверим. Видите, стоит 0,2. Так, следующую функцию, которую нам надо будет настроить, это откалибровать датчик. Чтобы откалибровать датчик, нам нужно узнать, какие показания текущие у датчика. То есть вот сейчас у датчика 13223, 224. 13220, в общем. Вот это, по идее, наш 0. То есть это 0 атмосфер, потому что, вот, видите, придавил, я могу почти до 14 тысяч давить. То есть 13 тысяч с копеечками надо поставить. То есть что мы будем делать сейчас тогда? Опять открываем инструкцию и внимательно читаем. Ага, ну вот, нашел настройку датчика. Мы сейчас запоминаем 13184. Это наше давление датчика, которое 0. Идем в программу 98. 8, 9. И здесь мы должны забить, у меня уже установлено 13 тысяч, там 13200. Сколько у вас на датчике будет написано, столько забиваем. То есть сюда забиваем в 98-ю программу, забиваем наши показания датчика на нуле. И сейчас будет самое интересное, это калибровка. Вам желательно иметь датчик давления, возможно аналоговый, манометр, который будет подключен в систему, потому что в этой ситуации датчик, скорее всего, будет тоже привирать. И это у нас как раз на 97-й программе регулируется. То есть мы заходим в 97-ю программу. То есть мы когда надавили сколько-то давления, мы можем посмотреть, допустим, до нормы докачали. У вас датчик будет показывать какую-то конкретную циферку. Вот. А здесь будет показывать другую цифру. И вот в 97-ю программу, когда мы заходим,
здесь мы можем ввести коррекции. То есть у меня вот здесь изначально было 65 500, что-то там 535. Это максимальная цифра, которая может быть. Я сейчас датчик специально откалибровал неправильно для того, чтобы я мог спокойненько надавить на бутылку, какие-то циферки получать. Но вы ставите сюда циферки какие-то ваши. Циферки, которые будут относиться к вам непосредственно. Соответственно, вот здесь нажали. Ну и по таким быстрым настройкам. Еще один момент. Обратите внимание, что когда я включил насос, он у меня сразу заработал. То есть, когда я включил инвертор, он у меня заработал сразу моментально. То есть, он у меня не ждал, что я нажму кнопочку Run. По умолчанию у него стоит, что кнопка Run должна быть нажата. То есть, если у вас дома регулярно отключают освещение, то после выключения и включения света он у вас обратно не запустится. Поэтому вам нужно будет зайти в меню. Программа 54. Вот видите, это пункт 1.4.2 в инструкции. Это 54 программа. То есть в 54 программе, здесь вот опять-таки смотрим по табличке, это Power On Options, да. То есть Normal Power On, то есть он не будет включать. То есть Power On с включением насоса. Мы идем в программу 54. И здесь выбираем циферку 2, Power On Forward. Ну, в общем, эту функцию поставите 54 поставите в двоечку, и все будет хорошо работать. Вот, и, собственно говоря, после включения... Так, как выйти? А, вот вышли. То есть мы, допустим, можем поставить... Вот, он у нас запустился. Видите, лампочка моргала? Вот, и сейчас я беру бутылку, и вот он выключил бутылку. Вот он выключил насос. Давление сбрасываю немножко. Вот у нас давление проваливается. 1,1. Вот сейчас я буду держать примерно на 1,1, 1,2. Видите, он работает, лампочка в пол накала работает. То есть сейчас чем больше я отпускаю, тем сильнее он насосом маслает. Вот сейчас он давление 0,5 стало, типа для него. И он считает, что насос надо на полную мощность выводить. А я сейчас давление прибавляю чуть-чуть. Тут 1,3, 1,4 ждем. То есть мы уже его планочку чуть-чуть перепрыгнули. Сейчас он увидит, что давления достаточно много. Все, он насос отключил. И вот таким вот образом, кстати, да, вот этот разброс, когда включаться, когда выключаться, мы можем тоже ему поставить. Потому что он 1.1 включился, а выключился на самом деле хорошо, где-то на 1.5. Вот 1.4 держу. Видите, он в полмощности работает. Вот на 1.4 он уже гасит. Когда давление сильно превышает, он сразу вырубил его, видите? То есть он опять-таки смотрит, то, что если он видит, что аварийное давление стало повышаться слишком сильно, он вышибает его, выключает насос сразу без замедлений. Так, я понял. Надо сделать так, чтобы я мог как-то равномерно прижать, потому что он видит, что давление колеблется. Так. Так, дофига. Нажали, так, 1.2. И вот, допустим, он набрал 1.2. Смотрите, что сейчас будет происходить. Он сейчас сначала его поставит немножко помедленнее, а потом совсем выключит. Сейчас, судя по морганию лампочки, он уже работает где-то на половине частоты. И все, погасил.
Соответственно, вот таким вот образом он и работает. То есть давление пропало, он потихонечку включил, стартанул мотор. Давление появилось лишнее, он тихонечко выключил его. Ну вот, можем сказать, что мы этот прибор проверили. То есть, по большому счету, сейчас все отпустил, чтобы он не включался больше. По большому счету, вот теперь мы можем продавцу написать положительный какой-то отзыв, потому что прибор работает, с прибором проблем нет никаких. На этом по настройке все. Настроек у него на самом деле здесь очень много. Вы можете полистать, посмотреть. То есть у него здесь есть защита от сухого хода. Кстати, да. Вот, допустим, смотрите, что произойдет, если он будет включен на сухом ходу. То есть он хочет 1,2, давление 0. Я не трогаю датчик. То есть он видит, что он качает сейчас. Качает. Ждем чуть-чуть. Где-то секунд 30, наверное, у него на это уходит обычно. Тут тоже на нас настраивается. Да, 60 секунд у него написано. Вот он 60 секунд. Вот 60 секунд он будет работать до того момента, как он отключит. То есть, если он видит, что он не может набрать давление, то он после минуты бесполезной работы, видите, загасил насос. Вот и все. То есть это защита от сухого хода. То есть насос у нас максимум на сухую минутку поработал, не больше. Ну, нормально, нормально. Ну, что еще по нему сказать? Прибор прикольный, отзывов по нему очень много в интернете. Почитайте, посмотрите. С учетом его стоимости, я считаю, что можно приобрести и поиграть. Хотя, вот если совсем по-честному, то у меня уже 5 лет стоит насос на релейном выключателе. То есть никаких проблем у него с тем, что там мотор сломался и так далее, нету. Поэтому те, кто говорят, что вот плавный пуск продлевает жизнь мотора, да, продлевает, но самый дешевый насос за 1500 рублей купленный, блин, проработал 5 лет, и никаких с ним вопросов нету. На реле проработал. Ну да, если бы он проработал, допустим, 10 лет, это было бы лучше. Но, кстати, он до сих пор работает, с ним нету никаких вопросов. Имеет смысл или нет экономить его ресурс, я не знаю. Я склоняюсь к тому, что, наверное, бессмысленно это все делать. Вот, поэтому так в качестве игрушки. И, кстати, да, плюс инверторного преобразователя, частотного преобразователя в том, что он умеет поддерживать давление. По большому счету у вас нужда в хорошем гидроаккумуляторе немножко отпадает. То есть вы поставите какой-нибудь самый маленький гидроаккумулятор, и его будет вполне достаточно, потому что частотник умеет держать правильное давление. То есть когда вы задали ему давление, он его будет держать оборотами мотора. Соответственно, он будет не включать-выключать мотор, он будет постоянно молотить на, допустим, там треть мощности и давать столько воды, сколько вам надо. Соответственно, у вас потребность в гидроаккумуляторе ну, практически пропадает. Я видел даже обзоры, где говорят, что совсем от них избавлялись, но я не думаю, что полное отсутствие гидроаккумулятора – это хорошая идея. Еще один момент. Были разговоры про то, что будет, если он оторвет один провод. То есть, грубо говоря, как он реагирует на обрыв провода. А давайте проверим. Допустим, у нас оборвало датчик на ходу. Вот смотрите, обрыв датчика. Насос начал молотить. Он не знает сейчас, сколько давления в нашей системе, и он теперь молотит. Сейчас он убедится опять за минуту, что давления так и нету, и выключится. Но есть один но.
Кстати, насос, инвертор, в смысле, достаточно шумный. По звуку прямо, ну не знаю, в жилой комнате точно ставить его не стоит. Видите, он выключил насос. Насос он выключил. Написал, что бак пустой, но у него просто нет показания с этого. Поэтому, пожалуйста, ставьте все в систему перепускной клапан. То есть, если вдруг получилась ситуация, что у вас оборвался провод датчика, не надо ничего придумывать с дополнительными выключателями и релюшками. Просто ставится перепускной клапан, обычный перепускной клапан, у которого настраивается давление. Ставите там, грубо говоря, 3,5 атмосферы. Ну, или, допустим, там на 1 атмосферу больше, чем нужно, чем обычно, чем он качает. Вот. И, не знаю, ставите, чтобы он стравливал воду обратно в колодец. То есть, грубо говоря, да, он будет крутить при обрыве провода туда в колодец, но при этом ничего фатального для вашей системы происходить не будет. Вы заметите, конечно, что что-то идет не так, но оно даже работать не перестанет. То есть, поэтому имейте в виду, что обрыв датчика – вещь опасная для вашей водопроводной системы. Поэтому, пожалуйста, ставьте предохранительный клапан. Перепускной клапан он называется, стоит, ну не знаю, от 350 рублей. Это, грубо говоря, $5 продается, считай. Это приколюшка. Перепускной клапан ставится в системе где-нибудь недалеко от насоса. И вода просто шлангом можно сливать обратно в колодец. Все, собственно говоря, никаких больше извращений с этим прибором и не нужно. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте, еще раз напоминаю, не забывайте нажать лайк, нажать колокольчик, поделиться с друзьями этим видосом, если было что-то полезное и интересное. А с вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Всем пока!